И снова здравствуйте, это Укр-Лайв ТВ, и мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала — торговая марка Гетман, медицинский центр Призма. С нами на связи Арти Грин, которого мы очень рады видеть. Арти, здравствуйте, спасибо большое, что нашли время для нас. Добрый день. Арти, давайте начнем, наверное, с самого главного вопроса, самой главной темы. Что сейчас происходит на поле боя? Как вы видите, развиваются, с вашей точки зрения, боевые действия? Ну, продолжается активная, но пока еще не высокомобильная фаза наступления Украины, украинских вооруженных сил на противника. Идет интенсивное уничтожение его живой силы и техники на переднем крае и в ближайшем тылу. Противник вынужденно вводит в бой резервы, там, где его обороняющиеся войска теряют боеспособность. Но я так понимаю, что резервы практически заканчиваются, и в ближайшее время ему будет просто нечего вводить, и, соответственно, утрата боеспособности передовых позиций позволит украинским войскам перейти к мобильной фазе операции. Арти, читали все и радовались, что мы взяли Старомайорск, насколько это важно. Так, если можно, расскажите, почему так ключевое выглядит одним из ключевых населенных пунктов. Но я не на том направлении, поэтому мне сложно конкретизировать. Но понятно, что мы радуемся, когда идет продвижение. Противник избрал тактику не постепенного оставления каких-то рубежей, а тактику цепляться за все рубежи, которые у него сейчас есть. На самом деле это не самое лучшее решение с военной точки зрения. Или, я бы сказал, один из вариантов худших. Мало того, он еще и затеял какое-то локальное наступление на севере Луганской области, которое обречено на неуспех. То есть он мало того, что у него резервов мало, так он еще и там локальное наступление на тяжелом театре военных действий затеял, не имея вообще никаких перспектив оперативного характера. То есть в самых идеальных для себя условиях у него были шансы взять левобережье Оскола, реки Оскол, но, судя по всему, таких шансов у него нет. По крайней мере, то, что там происходит, говорит о том, что его наступление не будет иметь оперативно-тактического успеха и, возможно, даже и тактического. То есть что-то он взял, тоже пару сел, но дело в том, что это театр военных действий такой, бесперспективный. Почему, Арти, почему бесперспективный? Там пересеченная лесистая местность, по которой, в принципе, наступать тяжело. Это как под Киевом приблизительно или нет? About, да, где-то так рядом. И плюс, в лучшем случае, он выйдет на реку Оскол. То есть, если наши, допустим, примут решение оставить левобережье, это не густонаселенные, это малозаселенные территории. Там понятно, что есть населенные пункты, но очень тяжелый театр военных действий для наступления и удобный для обороны. Поэтому маловероятно, что у него там будут даже тактические успехи. Какие-то есть, там тоже какое-то село взял, в основном по низинам, а в горку он так нигде не забрался. То есть это вообще непонятное место с военной точки зрения затея, особенно в условиях идущего наступления украинских войск. Арти, чем мы отличаемся, те, кто сидит тут в Киеве, не только в Киеве, но и иногда в других, в Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке, в Вашингтоне, мы же отличаемся тем, что мы же далеки все-таки от линии фронта, а вы-то поближе точно. Поэтому, если можно, расскажите, очень же многие говорят о том, что наступление идет не так быстро, как нам хотелось бы. Да? Но это скорее говорим даже не мы, не украинцы, а скорее это говорят наши западные партнеры. Об этом пишется куча всяких разных статей. Бывают сливы в таких журналах, как Бильд, например, да, и так далее, в таких изданиях. И
Очень много сейчас вокруг украинского наступления всяких разговоров, и уже даже появились такие настроения, что, ну вот, если уж так будет совсем все неудачно, ну тогда, наверное, на переговоры. Вот приблизительно такие какие-то настроения появляются, как ни странно, у наших западных союзников. Ну, мы-то их знаем, они склонны всегда паниковать там, где не нужно, но все равно как-то хотелось бы понять, что, как вы видите, вот как мы движемся, наша тактика, стратегия. То, что можете, скажите, пожалуйста, конечно. Ну, конечно. Я вижу, что наше командование нащупало, наконец, тот тип боевых действий, который приносит эффект. А эффект выражается пока не в километрах, они неизбежно будут, но позже, а в пропорции потерь и в масштабах потерь во время этих боевых действий. То есть пропорция совершенно точно в нашу пользу, причем не кратно, а там близко к 10-кратно. Мы не штурмуем в лоб большими крупными силами. Мы подпираем противника, вынуждаем его выводить на передние линии и в ближние тылы свои резервы, свою артиллерию, свою бронетехнику и успешно ее уничтожаем. И живую силу, и технику. И темп уничтожения такой, что, в принципе, к зиме армия бы закончилась. Но так обычно не бывает. Обычно армия теряет боеспособность, потеряв определенную часть своих ресурсов. И далее инициатива переходит, не инициатива, точнее, далее наступление переходит в мобильную фазу. Когда противник не в состоянии оказывать сопротивление нашим подразделениям, которые начинают выдвигаться, разрезать и позиции противника и решать уже задачи более масштабные с географической точки зрения. Вот, то есть я, вот насколько вижу, все идет именно так. То есть темп уничтожения такой, что российская армия не успевает его восполнять. Мало того, теряются войска такого качества, которые они не смогут в принципе восстановить в обозримом будущем. То есть это их десантники, штурмовые, ну, мягко говоря, погнать в бой сейчас россиянам не так просто людей. И в бой идут те, кто имеют, скажем так, определенные боевые качества, да, и морально боевые, и боевые. Ну и вот Россия их активно теряет. А набрав вместо них мобиков, которых насильно погонят в армию, этот компонент уже не заменишь. То есть без этого компонента армия просто не боеспособна. Поэтому все идет правильно. То есть вот у нас в Херсонской области, как бы на правобережье Днепра, этот этап занял месяца 2, после чего Россия вынуждена была убрать свои войска, точнее то, что от них осталось, потому что их боеспособность... Это мы говорим о том наступлении еще, которое было осенью. Почти год назад, сколько там был, да. Вот. Ну вот сейчас у нас 4 июня будет 2 месяца. Как бы, ну это ж не слепок, да, то есть там плюс-минус вот прямо вот сутки. И мало того, я же не помню, что там 2 месяца или сколько было, или 2,5. Но фаза именно вот эта. Мы, слава богу, не потеряли в начале наступления, как в Херсоне, свой наступательный потенциал, когда мы бросили там в бой на укрепленные позиции противника наши ударные бригады, они понесли потери, ну, мягко говоря, немножко надломились с этим делом. И когда перешли к фазе уничтожения противника, используя наше превосходство в разведке, в разведывательных возможностях, в высокоточном оружии, ну и там еще другие факторы были. У нас был более высокий берег. Ну, в первую очередь, это наши разведывательные возможности и наша артиллерия, которая была более дальнобойной, более точна, и были уже высокоточные боеприпасы у нас. Сейчас идет вот эта фаза. То есть в Херсоне они вынуждены были оставить правобережье, вот сейчас они вынуждены будут отвести войска, пока это еще возможно организовано, либо это будет уже не организовано, будут прорваны
линия обороны и хаотичное отступление с пленными, с котлами там, и так далее. Я думаю, что это уже очень не за горами. Арти, я вот слушаю вас и вспоминаю, вот за последнее время я много читала всяких статей аналитических, военных, разных в западных изданиях, и, пожалуй, самое толковое, интересное, глубокое – это в «Экономисте» исследование, взгляд на украинское наступление. И вот я даже специально, слушая вас, нашла этот отрывочек, если позволите, прочитаю, потому что это очень интересно подтверждает ваши слова. Это говорит, что вот они как-то, да, тоже увидели это. Война приобрела характер истощения. Такие войны измеряются не километрами выигранных или проигранных сражений, а менее заметными факторами, такими как относительная скорость потерь и слаженность действий каждой армии. Ну вот я так понимаю, это то, о чем вы говорили сейчас. Ну, видимо, да. Но надо, вот как раз вот слаженность армии, могу сказать, что качество наших войск растет, я имею в виду управление. То есть у нас достаточно хаотично было все выглядело год назад. Я имею в виду управление. Я там ругал наших генералов за то, что они не в состоянии организовать боевую работу. Но как бы сейчас уже ругать не хочу, потому что смысла нет. Но и могу отметить, что в принципе улучшается. То есть далеко до идеала, далеко до того, как хотелось бы, но значительно лучше, чем было год назад. У противника... Ну, то, что мы видим сейчас, и как бы на поле боя, и по перехватам, у них, вот, по крайней мере, где я нахожусь, качество управления войсками существенно ниже, чем было на том же Херсонско-Береславском плацдарме. То есть на начальном этапе войны имеется в виду? Нет, ну вот там, где было очень похоже, да, там, где мы перешли к фазе боев на истощение этой группировки, да, вот тогда та группировка управлялась в оперативно-тактическом звене и в оперативном звене значительно лучше, чем здесь. То есть здесь действие более хаотичное. И несмотря на то, что у них масштабы резервов выше, да, и вообще как бы масштабы этой операции значительно больше, чем тогда были, существенно больше, я бы сказал, не значительно, а существенно. Вот, так вот, сейчас у них все хуже. То есть я подозреваю, что это закончится все-таки хаотичными делами. То есть, когда мы размягчим до такой фазы, что они сможем пробить, и не в одном месте, а в нескольких, мы это сделаем, и все будет достаточно хаотично. Тогда можем решить достаточно много своих уже территориальных задач. Ну, насчет Крыма, возможно, это оставим на закуску, чтобы не заниматься... Как и говорили раньше. Да, вполне возможно, что и юг, и восток просто посыпятся. Но если они примут решение все-таки отходить организованно, то могут попытаться зацепиться еще за какие-то рубежи, сократив линию фронта, там, убрав, допустим, южную группировку, попытаться закрепиться по линии соприкосновения до 24 февраля. Вот. Еще какие-то шансы есть, но это тоже отсрочка ситуации на самом деле. То есть российская армия деградирует, украинская армия растет. Да? То есть вот эти свежие подразделения штурмового класса, вот, в принципе, самая такая медийная, что ли, у нас 3-я бригада штурмовая, но она у нас не единственная, которая занимается штурмовыми действиями и получает результат. Вот, то есть приобретает боевой опыт, то есть не ослабляется за счет потерь, да, а как раз наоборот, потери восполняются, но они не столь критичны, что нужно отводить на восстановление. То есть эти бригады, их боевое мастерство и боевая эффективность растет. Я не вижу там на остальных, вот 3-ю бригаду вижу достаточно хорошо, я тут рядом. И как бы вот мне нравится, что происходит. Ну и в других бригадах тоже растет. Ну, где-то быстрее, где-то медленнее, где-то сам рельеф удобнее для этой боевой работы. Вот сейчас, например, мне нравится, что 3-я бригада там не выбивает из Клещеевки, а устроила там фабрику смерти, и противник туда подвозит только пополнение, которое там утилизируется.
То есть не мы просто обстреливаем, да, эту Клещеевку. Почему? Подпираем, там идут штурмовые действия, но совершенно точно у 3-й бригады хватило бы сил вот взять и выбить их из Клещеевки там, и там на каком-то рубеже закрепиться. Нет, они этого не делают, потому что это будет дорого. Они сделают это дешевле. И мало того, за это время уничтожат больше противника, чем уничтожили бы, просто выбив их из Клещеевки. То есть, эта боевая работа эффективна. Хотя географически как бы было бы эффектнее, если они там прошли там за день там 3 километра. Но эти 3 километра гораздо меньше имеют ценность, чем количество уничтоженного противника, который пополняется и пополняется. Они гонят туда очередные резервы, которые там перемалываются. Очень интересно, Арти, я помню, мы в прошлый раз с вами говорили, и вы вспоминали о том, что мы научились не бросать людей просто в бой неподготовленными, на неподготовленные позиции и так далее. И вот очень интересно, как отмечают это аналитики в «Экономисте». Это приятно читать, на самом деле, подтверждение ваших слов, если позволите. По мере того, как Украина становится все более европейской, она приобретает западноевропейскую осторожность в своих военных действиях. Это вот очень интересно. Западноевропейская осторожность имеется в виду бережем наших людей. Это приятно. Но я все-таки мне хотелось бы вернуться к ситуации на фронте и снова процитировать. Ну уж извините, несколько для вас подготовила, просто интересно, как вы это прокомментируете. Война стала тактически сбалансированной. Украинская армия, с одной стороны, высоко мотивирована благодаря решению Америки предоставить кассетные боеприпасы, хорошо оснащена, это как на Западе это видят, чтобы продолжать наступление дольше, чем полагалось изначально. Российская армия комфортно чувствует себя в обороне и будет использовать это время для строительства новых укреплений. Однако она остается хрупкой. И она кровоточит, и она может распасться. Но, тем не менее, вот называют сбалансированной все равно эту ситуацию. Вот вы видите, что есть такой баланс, потому что вы достаточно оптимистично настроены. А вот здесь вот как-то видит, что есть все-таки такой баланс. И если он есть, то насколько он для нас тяжел, дольше времени, больше сил, более дорогой ценой. Знаете, есть такой парадокс. Чем дольше у нас продлится эта фаза, то есть без мобильных, тем дешевле и быстрее будет вторая. То есть, чем больше мы измотаем, вытянем резервы и размочалим армию противника без видимых продвижений на местности, тем проще и быстрее будут эти продвижения. Поэтому, на самом деле, спешка здесь совершенно точно не нужна. Другой вопрос, что есть какое-то планирование, да, то есть у нас должно хватить снарядов, необходимый темп огня нужно обеспечить до конца операции, и операцию надо закончить, то есть округлить, как бы, как это у финансистов, зафиксировать прибыль, да, в тот момент, когда у нас еще будут огневые возможности достаточные для того, чтобы завершить как бы на правильной ноте это наступление. То есть не должно быть так, что мы еще в мобильной фазе, мы еще кого-то грызем и кого-то надо еще там добивать, а у нас уже нечем. Ну или, скажем так, мало чем. Потому что наступление это в любом случае кратное увеличение расхода боеприпасов. Вот, для поддержания и обеспечения своих войск. Вот тут надо как бы ставить реалистичные задачи. То есть я этого не вижу, это мало кто видит. Это знает Генштаб, главнокомандующий, который планирует операции. Это могут не знать даже командующие тактического уровня, которым как бы идет просто поставка боеприпасов. И они как бы понимают, какой темп у них есть. Вот. А стратегический уровень обязан это рассчитывать. И, судя по всему, введение в номенклатуру боеприпаса кассетного, которых несколько миллионов, как минимум, запасов в Америке, да, нам увеличивает вот этот запас, позволяя как бы достигнуть большего эффекта или, скажем так, продлить первую фазу на подольше. Опять же, продлить первую фазу на подольше, тогда нам дешевле и быстрее достанется вторая фаза. Дешевле, я имею в виду, плата кровью. Жизнь.
Жизнь, да, да. Арти, я помню, как мы с вами говорили о том... Приветствуем, да. И еще плюс, конечно, это боеприпас достаточно эффективный. То есть мы большую часть огневых задач, которые сейчас выполняем, эффективнее эти боевые задачи выполняются именно кассетными боеприпасами. Поэтому как бы не просто количественно мы получим еще дополнительные там несколько миллионов, там, допустим, резерв, которые нам могут предоставить, но и качественно. То есть какие-то задачи будут выполняться эффективнее. Это, кстати, То есть не зря мы за них боролись. Не зря мы за них боролись, правда, за эти кассетные? Я не слышал прям, чтобы мы за них боролись. Как-то мимо меня, видимо, прошло. Мы, вечно их 16 на слуху там и атакамсы. Ну, как бы тут в рамках, наверное, снарядов. То есть, а у нас нету больше. Да у вас же эти есть. Давайте эти. Ну, это как бы неприлично, они же кассетные, там союзники будут возмущаться. Да. Ну, так русские ж нас сыпят эти кассеты. О чем речь? Ну, то есть, какие-то диалоги, наверное, были. Я думаю, это между военными были, да, а потом уже военные доложили там, своему политическому руководству, что вот мы предлагаем для обеспечения эффективности украинской армии, значит, поставить эти боеприпасы. Ну, Байден, принял решение поставить, да, то есть, как бы Атакамс не хочет по какой-то причине. С F-16 тянет по какой-то причине. Абрамсы тоже там тянул, а тут вдруг решил, что да ладно, пусть будет. И на 3 месяца раньше, чем вроде обещал до этого. Арти, этих же Абрамсов сколько? 6? 6 танков в сентябре и всего 31 за все время. Это что такое? Я не понимаю. Может, они какие-то супермашины там? Они как-то, знаете, ставится один Абрамс, а потом он как-то так себе разрастается, штук в 20 каждый. Не знаю, ну что, 6 танков-то? Может, я не понимаю, чего, Арти? На самом деле, я тоже, условно говоря, не понимаю чего-то. Но на самом деле в этом жесте есть решимость, демонстрация решимости Америки тянуть Украину дальше к победе. То есть, типа того, что нет запрещенных тем. Сегодня там танки, завтра атакамсы, послезавтра еще что-нибудь. То есть, ребята, у вас нет шансов. Давайте там покидайте Украину там, и так далее. И вообще у меня создается впечатление, что, так, конечно, нельзя заявлять, что вот Запад решил, Запад думает. На Западе разные люди, и каждый что-то свое думает. И, условно говоря, Запад можно поделить как бы условно на 2 типа. Те, кто хочет быстрой победы Украины. В основном это военная партия. Да? То есть вот все генералы, Бен Ходжерс там, и другие как бы сторонники того, чтобы дать столько, чтобы быстро накостылять этому окурку кремлевскому, значит, и закончить войну победой Украины. И есть те, кто не хотят это делать быстро. У них могут быть разные мотивы. Скажем так, официальный мотив может быть такой, что если Путина вышвырнуть просто из Украины мощным одним ударом, то как бы проблема на земле останется. То есть останется опасный режим, мало того, он там будет болеть реваншизмом. И как бы этот нарыв, как бы зеленкой замазали, но он как бы не прорвался. Будет там себя зреть и дальше. Поэтому, может, лучше его прорвет сейчас, и как бы Россия станет гораздо безопаснее для остального мира. А для того, чтобы его прорвало, он должен созреть. То есть должны созреть внутри настроения антивоенное. Не то, что вот нам накостыляли, ладно, мы сейчас зеленкой замажем, и как бы еще наделаем бомб и ракет, и как вдарим. Вот, то есть должны созреть условия внутри России. Это должны быть какие-то элиты появиться, которые будут нести именно такие мысли, что ли, да, антивоенные, да. То есть, может быть, они захотят, пойдут навстречу там, предложению мирового сообщества и существенно сократят свой ядерный потенциал, хотя бы до уровня китайского, к примеру. То есть, формально пусть остается, но, по крайней мере, не такая дубина, которая может расколоть земной шар пополам. Я думаю, что это реальный сценарий выхода из кризиса России и возвращения ее как бы в мировую экономику, вообще политический истеблишмент мировой. Может, как бы совсем забирать не получится, мы же как бы парад на Красной площади не будем делать. Если бы сделали, понятно, все забрали бы. А так придется там какие-то компромиссные варианты.
там сократить количество боеголовок до количества китайских. Ну, там в России же есть китайская проблема, какие-то риски. Если их совсем разоружить, то, может быть, и китайцы обнаглеют там на Дальнем Востоке. Поэтому, может быть, и так. Вот. В общем, вот есть такая партия, которая считает, что быстро побеждать нельзя. Иначе мы этот нарыв не прорвем, а зеленкой замажем на какое-то время. А потом он еще больше распухнет и будет проблема для всего шарика. Мало того, тут есть еще какие-то факторы. Вот, допустим, год назад, ну или там сколько, я уже забыл, когда Херсонская операция у нас была, у всех был такой подъем, да вот мы сейчас месяца 3 закончим. У меня было такое настроение. Да, Вот. да, В принципе, оно бы так и было, если бы нам поставляли боеприпасы в том темпе, в каком мы имеем их сейчас. На самом деле. И не дали им окопаться, не дали русским окопаться, правда? Они же тогда не окопались. Это тоже. Окопаться там это тоже фактор, но как бы не самый главный. Да? И не то, что окопаться, они наделали, они 3 миллиона снарядов в год делают. То есть они снарядов наклепали, они ракет наклепали, они еще что-то наклепали, да, то есть и очухались. То есть это был серьезный нокдаун и психологический нокдаун в армии. А мы дали им отдышаться, ну, считайте, 3 раунда мы их не трогали вообще, как минимум. Поэтому, естественно, как бы сложности возникают. Надо опять их отправить в нокдаун, а потом уже добить нокаутом там. Хотя нокаутом не дадут. Так вот, вот тогда я думал, ну, там, кое-кто из моих там собеседников говорил, что вот Байден будет тянуть это дело до выборов, там сам он вряд ли пойдет, там он просто постель греет следующему, потому что возраст уже не тот. Я говорю, да не может быть, ты что, 1,5 года, ноябрь 24-го. Ну, чтобы как бы победа Украины и там триумф демократической партии. Вот. Но, вы знаете, вот за это время я начал понимать, что чуть ли не полмира крутится вокруг выборов в США. Большинство аналитиков там на 3-й минуте я понимаю, кто он, республиканец или демократ. Ну да, это правда. При этом они вроде говорят одинаковые вещи, но с разными интонациями и все такое. То есть вот этот самый ноябрь 24 года, кульминация, так сказать, всего политического процесса в мире, то есть те самые выборы в Штатах, как бы нас за уши тянут именно туда, это очевидно. Вслух это никто не скажет, найдут там 1000 там других способов, но у меня такое ощущение, что для очень многих демократов, естественно, а не республиканцев, как бы это аргумент, как бы не спешить, да, поэтому это не большинство, это не весь истеблишмент, но это совершенно точно Байден и его команда. То есть для них идеально, когда как бы победа будет, ну, скажем так, к лету. К лету следующего года. Да. Следующего года. Но я очень надеюсь, что мы немножко поломаем их планы. Потому что режим в Москве, в общем-то, продемонстрировал свою высокую хрупкость. Вы о Вагнер, в истории с Вагнером сейчас говорите? Да. Вагнергейт показал, что на самом деле как бы режим в Москве достаточно нестойкий. И в Москве есть ряд, скажем так, партий, или в России, да, которые, очевидно, не заинтересованы там, в продолжении вот этого вот издевательства над своим бизнесом. Или еще какие-то мотивы. То есть, ну, мягко говоря, есть куча бенефициаров того, чтобы как бы с Путиным заканчивать. Но, понимаете, пока мы не достигнем какой-то решительной победы на фронте, они не могут эту фронту активировать. То есть народ не поймет. То есть мы никуда не отступили, значит, наша армия стойко держит, значит, новые территории, там, а тут какие-то, значит, эти, как их называют, предатели, значит, говорят, что нет, давайте Путина уберем, идем с Украины. Нет, чтобы народ как бы принял это, они должны увидеть крах своей армии. Как минимум на каком-то широком участке. То есть это либо там восточная часть, там освобождение, там не только Бахмута. Это должно там докатиться и до Донецкой, и до Горловки, и вообще до восточной границы. Либо выход на Азовское побережье и блокада Крыма.
То есть вот эти силы активизируются и каким-то образом там все-таки поделят наследство Путина. И как только они этот вопрос решат, то я думаю, что замена будет. Вот. То есть я очень надеюсь, что произойдет все быстрее, чем хотелось бы там истеблишменту демократической партии. Арти, сразу позвольте несколько вопросов. Раз уж вы зацепили тему фронта, очень хочется вспомнить эту историю с Вагнером. Тем более, что вчера опальный Пригожин, предатель, не побоюсь этого слова, так назвал его Путин, да, он вдруг вчера был замечен на саммите Россия-Африка и фотографировался с африканскими лидерами. Ну, вот вроде для человека, который тащил танки на Москву, как-то он нормально себя чувствует. Вот мне, вам так не кажется? Что-то есть тут не то. А пока он там фотографируется с африканскими лидерами, некоторые генералы поговаривают, да, из разных источников, там, такие как Суровикин и еще несколько, они там как-то вообще неизвестно где, то ли не под арестом, то ли в изоляции. И, конечно, Гиркин, боже, такой... Невозможно сказать, какой патриот и его в тюрьму, а его-то за что, думает он же вообще герой, готов был на амбразуру бросаться и так далее, и дальше по тексту. Не кажется ли вам, что здесь есть какая-то такая странная игра вокруг Пригожина, и вообще, как вам кажется, что это за колонны Вагнера, которые зачем-то в Белоруссию с таким количеством грузовиков едут? Ну, я бы поняла, если бы они дорогу ехали строить в Беларусь, поэтому у них столько грузовиков. А вот я не понимаю, зачем. Как вы думаете, что это за интрига? Просто мы не говорили с вами об этом, у меня не было возможности. Но интересно. Особенно после вчерашней же этой истории. Вчерашний это какой? Там, где... Ну, вот как Вагнер фотографировался на саммите Россия-Африка. Нет, на саммите, на самом деле, или я что-то пропустил, или это был именно отель Пригожина, то есть, который принадлежит Пригожину, и в этом отеле остановились там эти африканские лидеры, ну, приехали к другу, к своему там. То он у них там гостил, а теперь они к нему в гости, значит, пожалуйста. Это хорошо, да. Вот. То есть, ну, как бы на сам этот форум Пригожин вряд ли имеет пригласительный билет. Это был бы слишком такой наглый фурор, который там Путин пока еще при силе как бы не позволит. Но как бы продемонстрировать, что он в Питере себе, и у него там свой саммит с африканцами, это он как бы не упустил такой случай и возможность. На самом деле, вот это все Вагнер-шоу затеял Пригожин. И то надо... есть вы думаете, это он игрок здесь, да? Он Конечно, он написал сценарий этой истории. Значит, он эвакуировал свой актив. Я не знаю, главный это актив или не главный, но в условиях надвигающихся событий в России, я имею в виду транзит власти, там, в каком-то виде, это актив главный. То есть такого, как Пригожин с его активом, возьмет любая партия победителей, чтобы стать партией победителей. Потому что, вот, скажем так, после того, как армия будет разгромлена и будет находиться там в роспечи, как это правильно сказать, ну, да, скажем, потеряет растерянности, да. Вот такая вот боевая единица, как Вагнер, ну, безусловно, это козырный король, если не туз в этой ситуации. То есть взять Кремль, Москву, там, органы власти там, и так далее. То есть та партия, у которой будет этот инструмент, совершенно точно возьмет Зимний дворец. Вот. Силами этого самого Вагнера. Ну, а дальше как-то там уже образуется. То есть, это инструмент. Мало того, Пригожин показал, что он держит Путина за причинные места, и тот не может ему ничего сделать. То есть, если он попытается как бы ликвидировать Вагнера, у него это не получится, потому что все посыпется раньше. Вот, то есть ситуация такая, то есть он может попытаться убить Пригожина, но тем самым он убьет и себя. То есть вот все свершится раньше. То есть в этой борьбе вряд ли победит Пригожин, но совершенно точно проиграет Путин. То есть у него все рухнет. У него фронт рухнет, у него рухнет там гражданская война начнется там и так далее. То есть по сути это под угрозой гражданской войны Путин дрогнул. И почему он не трогает сейчас Путин? Не потому, что он честный пацан, дал слово, значит, он за него отвечает. Он царь. А слово царское, как говорится, можно дать, а можно и забрать, как только будет такая возможность. А возможности у него такой нет. Вагнер не подставляет себя, там, то, что мне оружие сдали, там, это одна история, но, судя по всему, у них страховочка есть.
То есть, есть вариант, где быстренько взять это оружие. Там, эти деморализованные там, бригады на фронте, там, я думаю, что половина из них с удовольствием отдаст оружие, чтобы только не идти в бой. Там, или еще какие-то варианты. И Путин это тоже понимает, и ему кто-то это уже сообщил. То есть, он не поэтому не расправляется с ним, потому что там слово дал, а потому что если он нарушит вот данное публичное слово, он получит ту самую гражданскую войну, которая его сметет сразу. Ну, или убьет Путина, да, там пойдут стихийные, то есть тот самый Уткин там с его там братвой там заявили, ну тогда все. Кстати, про Уткина вообще ничего не слышно, правда? Он как будто шел на Москву и куда-то делся. Он что, команду, ну, не то, что команду получил, он в данном случае бенефициар тоже, то есть собенефициар. То есть они с Пригожиным как бы тут компаньоны в этой истории всей. Очевидно. И там может быть не только Уткин, то есть там акционерами всей этой истории являются там какие-то ключевые командиры, на авторитете которых держится вся эта банда. Ну, понятно, что у каждому там своя долька, у кого-то побольше, у кого-то поменьше, но как бы все бенефициары этого процесса. И в Беларусь они ушли просто отсидеться, пока не начнется в Москве. И мало того, Пригожин не распускает свою банду. То есть там порядка 10 тысяч человек туда потихонечку стечется, да. То есть, ну, многие в отпуска уехали, об этом тоже было озвучено, да. То есть, грубо говоря, отпуска-то у них накопились. Вот пусть сейчас сходят, потому что потом будет некогда, если там начнется там заваруха в России. Но он не распускает свою эту банду. Я оцениваю, где-то порядка 10-15 тысяч человек будет. Там не обязательно в Беларуси. Кто-то будет в спящем режиме там где надо. Там. Ну, Сибирь его вряд ли интересует, европейская часть России. Чтобы по 3 зеленым свисткам в течение 24 часов они были в строю. В Питере там, или в Москве, или в Подмосковье, или сразу около какого-то военного объекта, который надо взять. Или там не только военного. То есть, грубо говоря, Пригожин подготовился к этому сценарию. И мало того, он за него платит. Вот умножьте 10 тысяч человек на 1,5, на 150 тысяч рублей. Это сколько там получается? Где-то 1700 долларов примерно, да? Это только зарплата, фонд зарплаты. Плюс там прочие затраты, там связанные с содержанием такой группировки. То есть 10 тысяч это, допустим, или 8 тысяч там будет в Беларуси. И еще я думаю, что примерно столько же будет в России в спящем режиме, но на коротком поводке, то есть на зарплате. То есть они не пойдут там устраиваться на работу куда-то там. То есть все, они сидят, ждут. И я доверяю чуйке Пригожина. То есть, а ждет он чего? Ну, тут достаточно очевидно. То есть, когда фронт рухнет, и украинская армия начнет уже эффектную фазу наступления, когда продвижение будет измеряться десятками километров в день. Ну, вот это будет тот самый зеленый свисток, который спустит, как бы, зачем Пригожин вывел Вагнер в Беларусь. Арти, на всякий случай уточню. Вот вы сказали 10, ну пусть 15 тысяч, да? На что способны эти люди, если они, ну, высокомотивированы и хорошо тренированы, да? Ну, среди них есть наверняка, или большая часть, может быть, их, если остался прежний состав, то они, наверное, все-таки хорошо обученные люди. На что они способны? Потому что разные сценарии рассматриваются. В Европе серьезно волнуются, что они могут серьезно там Суалковский коридор или там на Польшу напасть. Мы там тоже свои границы укрепляем. Тоже такое. Это все дымовая завеса. Там Украина, Сувальский коридор, Польша, это все дымовая завеса. Вот. Он сидит уже, знаете, как этот стервятник, или как там, этот, гриф на дереве, и смотрит на этого издыхающего льва. Ну, сидит, ждет уже. Ну, вот это, в этой позе сидит Пригожин. Вот. Мало того, лев тоже видит этого грифа, тоже понимает, что зачем он там сидит, но он ничего не может сделать. Он не может залезть на дерево и свернуть шею этому грифу. Потому что он просто уже слаб и по деревьям уже лазить не умеет. Ну, в общем, ситуация такая. И я думаю, что спусковым крючком будет решительный успех украинской армии на фронте. И Арти, можно... по всему Пригожин совершенно не сомневается, что он будет достигнут. И в очень обозримом будущем. Не там через какие-то там месяцы и месяцы, а вот может уже завтра, а может быть там через 2 недели, а может через 4, ну максимум.
Иначе бы он не платил зарплату 150 тысяч рублей всей этой своей банде. Потому что в Африку шайку не увезет, как бы зачем-то он ее держит. Вот. И мало того, его этот демарш по выходу из СВО был связан с тем, что вот он спрогнозировал, что все, уже пора, потом поздно будет. Потом это будет уже явное дезертирство, а сейчас можно как бы с гордо поднятым хвостом отвалить. То есть есть еще там месячишка на то, чтобы никто не заподозрил, что он просто дезертировал со своим активом с этой войны. То есть вот эта история с Бахмутом, когда он стоял под Бахмутом, да, он, я думаю, почувствовал, если исходить из ваших слов, что означает воевать с украинской армией, и почувствовал, куда все это движется. Я правильно понимаю из того, что вы сейчас говорите? Да, этой войны. То есть он может ошибиться там на неделю, другую, месяц, но он совершенно четко понимает, куда это все идет. Арти, я обратила внимание, что вы несколько раз во время нашего с вами интервью очень позитивно отозвались о перспективах украинского наступления. Я признаюсь вам честно, что у меня тоже постоянно есть такое ощущение. Вот, я не знаю, откуда оно берется, но оно у меня есть. Но из того, что я читаю, вот много всего, то возникает у других людей какое-то другое ощущение. То есть если вначале, тут было несколько фаз. Вначале мы говорили, мы сейчас как ждали, мы сейчас как ломанемся и все возьмем. И мы дойдем до границ, и мы даже Крым возьмем. Потом мы перестали об этом говорить, как-то немножко поубавилось, мы перестали уже как-то вынесли за скобки. Потом мы сказали, что мы там до 24-го, да, вернем то, что, а там под вопросом. Сейчас уже как-то вдруг всплыла тема переговоров. Я не говорю сейчас о рядовых украинцах, я говорю о разных экспертах, разных консультантах, разных политиках, о куче статей, которые везде публикуются и обсуждаются. Ну, вы лучше меня это знаете, правда ведь? Вот. И в этом смысле вот ваша такая уверенность в том, что все будет хорошо, мягко говоря, она, ну, черт возьми, приятна. Но просто хочется понять, почему вы опытный человек, вот так говорите. Ну, потому что вы же не в Киеве сидите, да, со мной там в студии, вы же там, то есть вам-то видно все просто, что называется, из первых рук. Ну, вы знаете, складывается иногда вот ситуация, когда вот все просто неизбежно. Вот просто по-другому не может получиться, по каким-то причинам. Да, вот тот же Путин, он не мог поступить по-другому. Он отпустил Пригожина туда, куда он хотел, то есть в Беларусь. Потому что любое другое движение ускоряет его конец. Вот. А здесь тоже такая ситуация. То есть, смотрите, были риски, которых я боялся. Ну, первое, это вот эта вот тактика лобовых штурмов, которую я видел, к сожалению, на одном из этапов боевых действий, которая могла бы привести к истощению украинской армии. И, к сожалению, она там какое-то время культивировалась, там проталкивалась, там, видимо, там каким-то генералам очень хотелось там получить какие-то ордена, медали, там, может, находились в уверенности или там в иллюзии, что русские настолько слабы, что сейчас мы вот пошлем туда этих наших, и они тут победу принесут сразу. Вот. На самом деле это было очень плохо, да, то есть это приносило большие потери нам. И эти потери как бы могли привести к взаимному истощению войск. То есть, да, мы истощали российские войска, но истощались и мы как бы тоже достаточно быстро, что могло привести к пату. Слава богу, я увидел, что этой болезнью мы уже переболели. То есть, этот риск ушел. Второй риск, что нам не дадут достаточно боеприпасов, чтобы мы смогли достичь военных целей. Вот. Но тут ситуация какая? Если мы вообще никуда не пойдем, да, ну, то есть взяли вот 3 села, то Байдену тоже плохо. Ему скажут, ах ты сволочь, блин, не дал украинцам, они вот там 3 села взяли и все. Но дело в том, сколько денег потрачено, да, это что же важно. Вообще 3 диска там и афганам ему припомнят. Вот, то есть он вынужден как бы продолжать это. И кассетные снаряды, как бы это вот в ту же лунку все идут, да. Но дело в том, что наша тактика ведет к тому, что когда мы пойдем, то у них все уже посыпется. То есть Байден не может позволить нам взять 3 села и на этом как бы заглохнуть.
Но и у него не получится, чтобы мы как бы взяли там Мелитополь, жутко радовались, но дальше Мелитополя как бы у нас особо не получилось. Ну, Байден отмазался, ну, сегодня Мелитополь там, ну, к ноябрю следующего года уже будем заканчивать. Вот. Но сейчас ситуация такая, что когда посыпется, то уже посыпется все. И вот это все будет сыпаться уже в Москве. И вот, я же говорю, там Гриф уже сидит и ждет этого момента. Мало того, они уже многие смирились, вот и Пригожин же совершенно не дурак, понимает, что мы совершенно точно блокируем Крым. То есть оставлять Крым, ну типа ладно, вот это все, а вот Крым давайте оставим. Там. То есть бороться за Крым смысла нет, мы уже своими силами Крым дожмем. Мы его просто блокируем и как бы имея такую армию, такой подъем моральный, мы его точно добьем. Поэтому Крым придется сдавать тоже. То есть ситуация у Байдена такая, дотянуть до ноября ему не дадут, его там раньше заклюют, если как бы мы вот 3 селами ограничимся. Ну да, это же компания, что-то надо представлять, ведь правда, что-то во Ну время да, его же там цеплюют, его и так уже там бьют сильно за это дело. Да. А если как бы у нас наступление там и сдохнет там на уровне, взяли там 3 села, или там, ну, типа как вот российское наступление было, да, зимнее, то ему там будет плохо. Поэтому он вынужден будет давать боеприпасы дальше. То есть эту фазу, да, продлится первая фаза дальше. Вот. Но дело в том, что следующая фаза это разгром. Без промежуточных как бы этапов. Вот. А разгром спускает, является спусковым крючком процесса в Москве. А процессы в Москве заканчивают войну в Украине. Это вот мой прогноз. То есть я тут не Ванга, да, и говорю, что вот так будет. Я говорю, что я ожидаю вот такой цепи событий. Злое интервью дал Залужный Вашингтон-Пост, они его там публиковали частями, по-разному. Очень такое правильное, хорошее интервью. Вот мы все на стороне Залужного из того, что он сказал. Вот он не побоялся назвать вещи своими именами. И когда мы читали то, что сказал Залужный в Вашингтон-Пост, ну, возникало какое-то такое ощущение, что он сильно волнуется по поводу будущего наступления. Это потому, что военные всегда, по-моему, вы мне об этом говорили, исходят из худшего сценария, да, или как? Все планирование идет от худших сценариев, да. Ведь все, что сказал Залужный, он же просто так не болтал бы, да, он другой человек. И в этом смысле, как вам кажется, почему вдруг появилось такое интервью? И я понимаю, что вам сложно, да, вы же не Залужный, но все равно вот вы для себя же как-то это анализировали. Почему все это так получается? Залужный такой человек, который пойдет вот на такие интервью ради чего-то. То есть вот просто и я попозировать там, типа как Буданов там или еще там кто-то у нас там есть любителя, это как бы не про него. Этот его выход на, скажем так, западный, американский, будем говорить конкретно, истеблишмент, был вызван тем, что он видел, что то, что они зажимают боеприпасы, то, что они зажимают поставки, очень дорого обходится нашей армии кровью. И за каждую каплю этой крови отвечает Залужный лично. Вот. И он имел полное право говорить жестко. Потому что это его ответственность, это его кровь. И их решение тянуть резину приводит к увеличению потерь, которые для него очень болезненны. Лично для него. Поэтому его выступление было абсолютно моральным. Мало того, глубоко уверен, что оно было морально поддержано как минимум американскими военными, с которыми он взаимодействует. Тот же Милли, совершенно точно морально на его стороне. Ну, Залужный и сказал об этом, правда? Он сказал, что Милли, он все понимает, но не он принимает решение. Да, так и сказал Залужный. Да. Ну, то есть, вот обидеться на него, там, как, допустим, сделали с Зеленским, там, в Вильнюсе, да, там, ну, правда, там, быстренько замяли, но все же помнят, да, ложки-то нашлись, но осадочек-то остался. Вот действия там нашего политического руководства расценили как истерика, а вот заявление гораздо более жесткое генерала так не расценили. И это было именно
я уверен, что эта статья, это интервью имело результат. Одним из этих результатов являются кассетные боеприпасы. То есть принято решение поддерживать это наступление дальше и наращивать его огневую эффективность. И даже Абрамсы, которые нам вроде как обещали там не раньше января, а тут хоп, и там первые уже как бы раньше пойдут там. Я думаю, что не только это. То есть там есть вещи, которые как бы никто вслух не озвучивает. Допустим, сколько нам Хаймерсов предоставили, сколько нам Эскалибуров предоставили, сколько нам еще что-то. Ну, вообще, вот многие вещи, которые вот народ не видит, а я вижу, но как бы права не имею озвучивать. Я же вижу, сколько вот мое подразделение получает боеприпасов ежедневно. Вчера, сегодня, завтра. Узнаю тоже. То есть этого никто не скажет, но как бы тут видно, куда. То есть повод для оптимизма в этом смысле, скажем так, осторожно. Я не могу даже озвучивать. Да? Я говорю о том, что вот без этой цифры, если она снизится существенно, наше наступление действительно захлебнется. И это второй риск. То есть первый риск, если наши там генералы как бы не бросили бы эту дурную тактику там штурмов, вот, растрынкали бы наш ресурс людской. А второй риск, что у нас закончится поток боеприпасов, который может обеспечить нам эффективное наступление. Вот. И вот выступление, кстати, ну, точнее, интервью Залужного было связано с тем, что он как раз вот про этот риск и говорил. И призвал их отнестись к этому морально. Морально это беречь кровь его солдат. Ну, и у меня возникло ощущение, что таки он добился своего. То есть нам дадут это наступление завершить. А я повторюсь, оно будет не похоже на там многие другие. Это будет именно так. То есть какая-то толкотня на рамке, там плюс-минус село, там 100 метров, 300 метров, а потом обвал. Обвал запустит процессы в Москве. И вот я думаю, что Байден не сможет дотянуть это дело до лета. То есть вы считаете, что это вопрос не какого-то отдаленного будущего через годы, это вопрос какого-то ближайших месяцев? Ну, или Пригожин полный лопух. Да мы можем допустить, что он лопух. Не похож. Не похож? Арти, вот вы в целом оптимистично настроены, и как-то, честно говоря, прямо на душе потеплело, а то столько всего начитаешься, просто, иногда возникает ощущение, что народ думает, что все пропало. Арти, последний вопрос все-таки хотелось бы вспомнить. Я помню, как мы с вами говорили, помните, о минометах? Вот это была интересная история, когда мы же все говорим, вот нам нужны Хаймерсы, нам нужны F-16, нам нужны танки, так много-много. А я помню, вышли и сказали, подождите, минометы-то дайте уже. То ладно, вот хотя бы это. Насколько сейчас у нас все-таки закрыт вопрос и существует понимание, и как-то оно сбалансировано, что хватает вот разных, относительно хватает разных видов оружия, или по-прежнему еще сложновато? Ну, к сожалению, понимаете, когда хайп, там все начинают хвататься за что-то, куда-то бежать, там как курицы с отрубленными головами, там начали там минометы фурами сюда заезжать, там это не совсем шутка. Серьезно, да? Появились, это там, хорошо. Я такой радостный, что вот мы запустили механизм, сейчас это пойдет больше, и как бы дойдет до правильного уровня. Да хрен, хайп закончился, и как бы и мы опять там же. Ну или почти там же. Нет, совсем там же, не совсем там же, да, но как бы вот без хайпа не работает. Может, еще раз сделаем? Может, еще раз хайп сделаем, Марти? Не знаю. Понимаете, сейчас вот кричать мины, блин, вот дать бы просто вот кому-то в бубен, вот тому, кто вот тогда бегал, а сейчас бегать перестал. Вот это да. Но хайп как бы сейчас вот не очень в тему. Вот именно вот сиюминутно. Тогда был в тему, сейчас как-то нет. Но есть другая номенклатура, да. Вот кассеты частично решают эту же задачу, да, потому что мина настолько же эффективно противопехотна, как и кассетный боеприпас. Но мину я могу, там, 5-ю мину уже засунуть в капонир в какой-то. А вот этот снаряд будет там плюс-минус там 50 метров, за счет того, что он раскидывает, какая-то граната туда закатится в этот капонир. Вот. А почему мин-то нет? Это самое простое
оружие, которое вообще можно себе придумать. Там, и взрыватели там самые примитивные. Их можно, я не знаю, практически, я знаю минимум там 5-6 производств в Украине, которые могут наладить их производство неограниченно. То есть даже мы у себя это можем делать? Каких проблем? Ну, в Украине имеется в виду. В Украине, конечно, конечно. Ну, если это все делалось там в начале прошлого века, в огромных количествах, на каждой кроватной фабрике, там, мобилизационный план был начинать изготавливать мины. Там, или взрыватели к ним, то сейчас это вообще как бы плевая история. Но, видите, вот наши люди, которые отвечают за это, они только за хайпом. Вот хайп закончился, так и они вот руку махнули, так все. Вот и хайп начался по дронам, все бабки туда. А вот то, что вот это надо было продолжать эту тему и выйти на правильный уровень и удерживать его, ну все, без хайпа не работает. Ну, как бы у нас много на самом деле вот таких вот вещей, о которых мы поговорим после войны. Вот. А сейчас, как бы, ну, если услышат, идиоты начали делать, вот продолжайте. Почему вот бросили? Куда вы побежали с деньгами, с ресурсами, с этим? Мин больше, ну, как бы, необходимость в них никуда не делась. Ну, много о чем поговорим после войны. Вот о чем-то я как бы себя за язык просто держу. Арти, что я хочу сказать? Я рада, что вы, вспоминая о том, о чем мы поговорим после войны, я тоже часто думаю, откладываю. Вот это я обсужу после войны. Да, и я рада, что мы все-таки как-то думаем о том, что после войны наступит все-таки очень скоро. Вот из того, что вы сегодня сказали, у меня возникает какое-то такое ощущение. Я бы ставочку сделал вот на это развитие событий. И я сделаю ставочку на это развитие событий. Арти, спасибо вам огромное. Спасибо, что были сегодня с нами. И берегите себя. И очень вам за это благодарна, что нашли время для интервью. Спасибо большое. Спасибо взаимно. Всего доброго. Арти Грин был сегодня с нами на связи, за что мы страшно благодарны. Конечно, признатели вам, наши спонсоры на платформе Patreon. Оставайтесь.